Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас на нашем канале «Доктор Здоровья». И сегодня я говорю с вами не языком сложных диагнозов, а так, как говорил бы с родным человеком. Представьте, вам за 50, вы поднимаетесь по лестнице, и вдруг появляется тяжесть в груди. Не резкая боль, а странное давление, будто кто-то положил камень. Большинство людей в этот момент говорят себе «пройдет». Но именно здесь и начинается та самая точка невозврата. По данным Всемирной организации здравоохранения, сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смертности после 50 лет, и чаще всего инфаркт не начинается внезапно, он предупреждает. Если вам важна жизнь и здоровье, поставьте лайк и подпишитесь прямо сейчас, потому что дальше я объясню, как отличить опасный сигнал от безобидного и что нужно делать сразу. Когда ко мне приходят пациенты и говорят: «Доктор, болит где-то в груди, но не всегда», я всегда задаю один вопрос. Когда именно? При нагрузке, волнении, после еды, ночью? Исследования Mayo Clinic показывают, боль, связанная с сердцем, редко бывает острой, чаще давящей, жгучей, отдающей в левую руку, шею или спину. И самая большая ошибка – терпеть. Сердце после 50 уже не прощает геройства. Запомните, если боль длится более 5 минут, сопровождается одышкой, холодным потом или страхом, это повод не для чая, а для действий. И да, дальше я расскажу, что можно сделать дома безопасно, а что категорически нельзя. Меня часто спрашивают, а можно ли предотвратить инфаркт, если боль уже появляется? Ответ – да, в большинстве случаев можно. По данным American Heart Association, инфаркт – это не случайность, а результат лет неправильных привычек, малоподвижности, высокого давления, густой крови, хронического стресса. Хорошая новость в том, что организм умеет восстанавливаться, если ему помочь правильно. Но помощь – это не чудо-таблетки из интернета. Это простые шаги, которые я рекомендую каждому пациенту. Дыхание, мягкое движение, питание и контроль сигналов тела. Если вам близка эта тема, поддержите канал лайком. Это помогает нам говорить о важном честно и открыто. Теперь о народных средствах. Аккуратно и без иллюзий. Ни один отвар не чистит сосуды, как обещают в рекламе. Но некоторые средства могут поддержать сердце. Например, настой шиповника. Его изучали кардиологи в Европе. Он богат калием и флавоноидами, которые помогают сосудам расслабляться. Рецепт. 1 столовая ложка сухих плодов на 500 мл кипятка. Настаивать 6-8 часов в термосе. Как принимать? По 100 мл 2 раза в день после еды. Не вместо лекарств, а в дополнение. Если у вас гастрит или камни в почках, обязательно согласовать с врачом. Это не магия, а поддержка. И дальше я объясню, почему это важно. И сейчас момент, на котором многие ошибаются. Когда появляется боль в груди, человек замирает. А нужно дышать. Простое упражнение, рекомендованное специалистами National Institutes of Health, медленный вдох через нос на 4 секунды, пауза 2 секунды, выдох через рот на 6 секунд, повторить 5-7 раз. Это снижает нагрузку на сердце и давление. Но если боль усиливается, никаких упражнений, только вызов скорой. Запомните, дыхание – помощник, не замена медицине. Дальше я расскажу о первых скрытых признаках приближающегося инфаркта, которые большинство людей пропускают годами. Оставайтесь до конца, эта информация может спасти жизнь. За годы практики я заметил одну тревожную закономерность. Инфаркт редко начинается с грома среди ясного неба. Гораздо чаще он маскируется под усталость. Человек после 50 списывает все на возраст. Слабость, сонливость, снижение выносливости. Но исследования European Society of Cardiology показывают внезапное падение привычной физической активности – один из ранних маркеров ишемии сердца. Если вы раньше спокойно проходили километр, а теперь задыхаетесь через 200 метров, это не возраст, это сигнал. И именно в этот момент у нас еще есть время повернуть процесс вспять. Отдельно хочу сказать о боли, которую многие не связывают с сердцем. Челюсть, левая лопатка, верх живота. Да, это тоже может быть сердце. Особенно у женщин после 50.
По данным Harvard Medical School, до 40% инфарктов у женщин протекают атипично, без классической боли в груди. Поэтому правило простое. Любая новая необъяснимая боль выше пояса – повод насторожиться. И если эта информация для вас важна, сейчас самое время поддержать канал подпиской, потому что дальше мы будем говорить о том, что действительно работает. Теперь о движении. Часто мне говорят: «Доктор, мне страшно двигаться, вдруг станет хуже». Страх понятен, но полный покой – враг сердца. Сердцу нужны мягкие регулярные нагрузки. Самое безопасное упражнение после 50 – медленная ходьба. Начните с 10 минут в комфортном темпе, где вы можете говорить без одышки. Каждый день добавляйте по 2-3 минуты. Это рекомендация, основанная на данных British Heart Foundation. Ходьба улучшает кровоток, снижает давление и буквально учит сердце работать экономнее. Питание – еще один краеугольный камень. Сердце не любит резких скачков сахара и соли. Один простой народный прием, который я часто разрешаю – чеснок с медом. Не как лекарство, а как поддержка сосудов. Рецепт. 3 зубчика чеснока мелко измельчить, смешать с 1 столовой ложкой натурального меда, настоять 12 часов. Как принимать? По 1 чайной ложке утром после еды, курсом 7-10 дней. Не подходит при проблемах с желудком и приеме антикоагулянтов. Это важно. Сердце любит осторожность, а не фанатизм. И сейчас ключевой момент. Большинство инфарктов случается утром, между 5 и 9 часами. Почему? Резкий выброс гормонов, скачок давления, сгущение крови. Об этом предупреждают исследования Cleveland Clinic. Поэтому правило номер 1 после 50 – утро начинается медленно. Никаких рывков с кровати, резких движений, сигарет или крепкого кофе натощак. Дальше я расскажу о тревожных утренних симптомах, которые нельзя игнорировать, даже если через час все прошло. Это критически важно. Есть симптом, который меня всегда настораживает больше боли. Это внезапная тревога без причины. Человек просыпается утром с ощущением, будто что-то не так. Сердце бьется чаще, ладони холодные. Многие думают, что это нервы. Но клинические наблюдения, опубликованные специалистами Johns Hopkins Medicine, показывают, у части пациентов это проявление нарушения кровоснабжения сердца. Организм чувствует угрозу раньше сознания. Если такое состояние повторяется, это не психология, это повод проверить сердце. Теперь о давлении. После 50 лет опасно не только высокое, но и резко прыгающее давление. Когда утром оно одно, днем другое, вечером третье, сосуды работают на износ. Я всегда советую простое правило – измерять давление 2 раза в день, 7 дней подряд, записывать и смотреть не на цифры по отдельности, а на тенденцию. Именно так рекомендуют действовать эксперты World Heart Federation. Сердце любит стабильность, и если вы хотите понимать свое состояние, это первый шаг. Многие спрашивают, а можно ли помочь сердцу травами? Можно, но грамотно. Один из мягких вариантов – пустырник. Он не лечит инфаркт, но снижает нервную нагрузку на сердце. Рецепт. 1 чайная ложка сухой травы на 200 мл кипятка. Настоять 15 минут. Как принимать? По 50 мл вечером за 30-40 минут до сна, курсом до 14 дней. Это снижает пульс и улучшает сон. Но если вы принимаете препараты для сердца, согласование с врачом обязательно. Я всегда говорю, травы – это поддержка, а не замена медицине. Есть еще одна ошибка, которую я вижу постоянно. Человек терпит боль, но боится потревожить врачей. Запомните раз и навсегда, лучше 10 ложных вызовов, чем 1 пропущенный инфаркт. По статистике National Health Service, ранний вызов скорой помощи в первые 60 минут снижает риск тяжелых осложнений почти вдвое. Сердце не орган для экспериментов и стеснения. Оно либо получает помощь вовремя, либо платит высокую цену. И сейчас я задам вам вопрос, который редко задают врачи. Как вы спите? Плохой сон после 50 – это не мелочь. Ночные пробуждения, ощущение нехватки воздуха, потливость – все это может быть связано с сердцем.
Исследования показывают, что хронический недосып увеличивает риск инфаркта. Дальше я расскажу, как сон, положение тела и даже подушка могут влиять на работу сердца ночью. Оставайтесь со мной и поддержите канал лайком, впереди практические вещи, которые вы можете начать делать уже сегодня. Ночью сердце работает иначе, и это важно понимать. Когда человек спит на спине, особенно после 50, нагрузка на сердце может увеличиваться из-за давления диафрагмы и нарушения дыхания. Я часто рекомендую сон на правом боку. Это снижает давление на сердце и улучшает венозный отток. Эти рекомендации основаны на клинических наблюдениях, которые применяются в кардиологических отделениях по всему миру, в том числе по протоколам Stanford Healthcare. Простая смена положения тела иногда дает больше эффекта, чем люди ожидают. Теперь о воде. Густая кровь после 50 лет – одна из главных причин инфаркта. Очень часто человек пьет мало, особенно зимой. Сердце в таких условиях работает буквально на сгущенном топливе. Минимум 30 мл чистой воды на килограмм веса в сутки, если нет ограничений от врача. Это базовая рекомендация, используемая в профилактике сердечно-сосудистых осложнений по стандартам Institute of Medicine. Вода – это не мелочь, это основа нормального кровотока. Один из самых недооцененных факторов – напряжение мышц шеи и плеч. Зажатая шея ухудшает приток крови к мозгу и усиливает нагрузку на сердце. Простое упражнение – сесть прямо, медленно опустить подбородок к груди на 5 секунд, затем также медленно поднять голову. Повторить 5 раз. Без резких движений. Это упражнение часто рекомендуют реабилитологи, работающие по программам, одобренным American College of Cardiology. Малые движения – большая польза. Теперь поговорим о том, что почти всегда игнорируют. Талия. Объем живота после 50 напрямую связан с риском инфаркта, даже если вес в пределах нормы. Висцеральный жир выделяет вещества, которые повреждают сосуды. Именно поэтому кардиологи смотрят не только на вес, но и на окружность талии. Это подчеркивают исследования, используемые в рекомендациях Framingham Heart Study. Сердце не любит скрытый жир, даже если вы не толстый. И сейчас важный поворот. Многие думают, что если боль в груди прошла, опасность миновала. Это опасное заблуждение. Часто инфаркт начинается волнами. Стало легче, потом резко хуже. Я всегда предупреждаю, облегчение не равно безопасность. Дальше я расскажу, какие анализы и обследования действительно нужны после 50, а какие – пустая трата времени и денег. Не уходите, и если эта информация ценна, поставьте лайк прямо сейчас. Это помогает каналу «Доктор Здоровья» продолжать такие разговоры. Когда человек после 50 впервые решается проверить сердце, он часто теряется в списке анализов. Я скажу просто, есть базовые вещи, без которых картина неполная. Это электрокардиограмма, анализ крови на липиды и сахар, а также эхокардиография по показаниям. Именно такой подход рекомендуют эксперты European Heart Journal, подчеркивая, что раннее выявление нарушений кровотока снижает риск инфаркта в разы. Главное не искать что-нибудь одно, а смотреть на сердце комплексно. Очень часто люди недооценивают холестерин, потому что ничего не болит. Но холестерин не болит, он молча сужает сосуды. Опасен не сам показатель, а его баланс. Если плохой холестерин растет, а хороший падает, сердце оказывается в ловушке. По данным исследований, применяемых в клинической практике National Lipid Association, коррекция питания и движения может снизить риск инфаркта даже без лекарств на ранних стадиях. И это дает человеку время, самый ценный ресурс. Теперь о дыхании при стрессе. После 50 сердце особенно уязвимо к резким эмоциональным всплескам. Я часто учу пациентов простому методу – дыхание 4-6, но с акцентом на осознанность. Сядьте, положите руку на грудь, почувствуйте, как она поднимается и опускается. Такое дыхание активирует парасимпатическую нервную систему, снижая нагрузку на сердце. Эти методы применяются в программах профилактики, разработанных при участии специалистов Каролинска института. Это не эзотерика, это физиология. Поговорим о соли.
Я не сторонник крайностей, но после 50 избыточная соль – прямой путь к скачкам давления. Сердцу нужна мера. Практическая рекомендация – не более 5 граммов соли в сутки, включая скрытую соль в хлебе и готовых продуктах. Такой предел используют в профилактических программах, основанных на данных Centers for Disease Control and Prevention. Иногда простое уменьшение соли дает эффект, сопоставимый с началом медикаментозной терапии. И сейчас я хочу, чтобы вы задумались. Сердце – это не насос, который можно перегружать бесконечно. Это живой орган, который устает. Если вы чувствуете, что стали быстрее уставать, хуже переносить нагрузку, чаще ощущать давление в груди, это разговор не на потом. Дальше я расскажу о самых частых ошибках самолечения, которые я вижу каждый день, и почему они опаснее, чем полное бездействие. Оставайтесь до конца. Впереди критически важные вещи. Самая опасная ошибка после 50 – самолечение на всякий случай. Человек почувствовал дискомфорт в груди и начинает пить все подряд. Валидол, корвалол, чужие таблетки от давления. Я всегда говорю жестко. Это может смазать симптомы инфаркта. По клиническим рекомендациям, используемым специалистами American College of Physicians, при боли в груди нельзя принимать лекарства, не назначенные врачом, кроме тех, что уже были прописаны ранее. Сердце не прощает экспериментов. Отдельно скажу о валидоле и корвалоле. Эти средства не лечат сердце. Они действуют на нервную систему, создавая иллюзию облегчения. Боль может уменьшиться, но причина останется. Это особенно коварно. Человек успокаивается и теряет время. В образовательных материалах для пациентов, подготовленных при участии German Cardiac Society, прямо говорится: снижение тревоги не равно защита миокарда. Если боль прошла после капель, это не доказательство безопасности. Теперь о кофе и алкоголе. После 50 сердце становится чувствительнее к стимуляторам. Крепкий кофе натощак может спровоцировать спазм сосудов, а алкоголь – резкое расширение с последующим скачком давления. Я не запрещаю полностью, но правило простое – никаких стимуляторов при боли в груди или нестабильном давлении. Этот подход используется в профилактических рекомендациях, применяемых в клиниках, работающих по стандартам Cochrane Collaboration. Сердце любит предсказуемость. Есть еще одна скрытая ловушка – обезболивающее. Многие принимают их при дискомфорте, думая, что это мышцы или спина. Но некоторые препараты увеличивают нагрузку на сердце и могут ухудшать кровоток. Именно поэтому в инструкциях и клинических обзорах подчеркивается, при неясной боли в груди обезболивание без диагностики опасно. Этот принцип лежит в основе рекомендаций, применяемых в системе National Institute for Health and Care Excellence. Сначала причина, потом таблетки. И сейчас важная мысль. Сердце редко ломается за один день. Оно долго терпит. И если вы уже досмотрели до этого момента, значит, вы человек, который хочет жить дольше и качественнее. В следующей части я расскажу, какие простые ежедневные привычки реально снижают риск инфаркта после 50 и почему именно регулярность, а не героизм, спасает сердце. Не уходите и поддержите канал лайком, финал будет самым практичным. Самая надежная защита сердца после 50 – это не разовые усилия, а ритм жизни. Сердце любит повторяемость, ложиться и вставать в одно и то же время, есть без резких перегрузок, двигаться ежедневно, пусть понемногу. Именно такой подход лежит в основе профилактических программ, разработанных экспертами World Health Organization. Когда режим стабилен, сосуды меньше спазмируются, давление ровнее, а риск внезапных событий снижается. Это скучно, но именно скука продлевает жизнь. Я часто говорю пациентам: не ищите идеального дня, ищите достаточно хороший каждый день. 20-30 минут ходьбы, простая еда, вода, спокойное дыхание – этого уже достаточно, чтобы сердце начало работать в более безопасном режиме.
Исследования, проводимые на базе Harvard T.H. Chan School of Public Health, показывают, даже умеренные изменения образа жизни после 50 дают ощутимое снижение риска инфаркта в течение первого года. Возраст не приговор, если действовать системно. И еще одно, о чем редко говорят. Сердце тесно связано с одиночеством. Когда человек замыкается, уровень стресса растет, сосуды страдают. Общение, ощущение нужности – это тоже профилактика. В клинических наблюдениях, опубликованных специалистами National Institute on Aging, подчеркивается, социальная активность напрямую влияет на выживаемость после 50. Сердце – орган, который реагирует не только на еду и движение, но и на эмоции. Если вы запомните из этого видео только одно, пусть это будет простое правило. Боль в груди – это всегда повод отнестись к себе серьезно. Не геройствовать, не терпеть, не ждать, пока пройдет. Сердце не дает лишних сигналов, оно говорит редко, но по делу. И если вы досмотрели до этого момента, значит вы уже сделали первый шаг к тому, чтобы прожить дольше и спокойнее. В этот момент я особенно прошу, поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы как можно больше людей услышали эту информацию. Благодарю вас за то, что были со мной до конца. Канал «Доктор Здоровья» существует, чтобы сложные медицинские вещи становились понятными и полезными для обычного человека. Напишите в комментариях, какие симптомы или вопросы о сердце волнуют вас больше всего. Мы обязательно разберем их в следующих выпусках. Поделитесь этим видео с теми, кому оно может быть жизненно важно. Поставьте лайк и подпишитесь, чтобы не пропускать новые материалы. Берегите сердце, другого у вас не будет.